Друзья, всем привет! Рада вас видеть. Это видео, как вы уже могли догадаться по названию, о том, как пережить развод. Наверное, одна из самых сложных ситуаций, с которой может столкнуться человек на протяжении своей жизни. И в этом видео я буду рассказывать прежде всего о своем опыте и о тех вещах, которые помогли мне делиться какими-то своими инсайтами, если это так можно назвать, те вещи, которые дали мне такие точки опоры и которые, я уверена, помогут и вам. Поэтому здесь вы найдете 5 ключевых вещей, которые помогут пережить развод, если вы уже с ним столкнулись или проживаете его на данный момент. И прежде всего, наверное, как ведический астролог, появится у вас вопрос, и отвечу на него, скажем, преждевременно. Знала ли я о том, что меня ждет развод? Да, знала. Знала, причем очень давно, еще когда я не занималась астрологией, только с ней познакомилась, вот именно после первых консультаций с астрологом непосредственно. И в моей жизни было несколько консультаций с астрологами, именно ведическими. И да, мне говорили это неоднократно, причем по-разному, но очень часто была названа то, что это будет, и причина, почему это будет. И, конечно же, когда я уже начала изучать ведическую астрологию, прежде всего, кстати, именно из-за этого, потому что когда мне это сказали это достаточно так жестко, грубо, как будто бы нет другого выбора, и все уже предопределено. Я с этим внутри настолько не согласилась, это заставило меня пойти изучать астрологию. И мне хотелось и доказать отчасти, что это не так, и самой разобраться, потому что, зная себя, свои ценности, что для меня значит семья, что для меня значит отношения, я в это не верила до победного конца. И знаешь, это еще тоже одна причина, почему я в своих консультациях никогда не говорю людям то, что вас ожидает развод или у вас будет 2-3 брака. Никогда ты это от меня не услышишь, потому что я на своей шкуре это прожила неоднократно, когда мне говорили развод в таком-то возрасте и такая-то причина. Кстати, все ошиблись насчет возраста. Это к тому, что я тоже не верю, что астрология может быть использована для прогнозирования. Но в целом, как бы, да, они были правы. В моем гороскопе позиция, в принципе, довольно очевидна. Но это не значит, что она должна была проиграться или проиграться именно так. Она могла проиграться, были на то предпосылки. И тогда это стало для меня отправной точкой. Я начала изучать астрологию, позже я начала консультировать, я практикующий ведический астролог. И в общем, я, в принципе, так и приобрела свое предназначение, когда сама когда-то, 4 года назад, обратилась за помощью, хотела себя узнать и узнать свое предназначение, свой путь. И я его в целом-то и узнала, но мне открыли вот такой ящик Пандоры, который я начала исследовать и изучать, и слава богу, что это случилось, потому что сейчас, отматывая назад, я понимаю, что на самом деле меня готовили к тому, что вот будет в будущем, с этой ситуацией в том числе, и что это все мне на самом деле поможет. Так вот, я никогда не буду говорить человеку, что он должен развестись, или то, что он разведется. Я всегда считаю, что есть свобода выбора, которую мы не вправе нарушать ни с кем, поэтому не можем говорить, что человеку нужно делать. Во-вторых, есть очень много факторов, помимо кармы, того, что, скажем, предопределено, какой опыт душа, человек должен получить, очень многое зависит от нашего поведения, от ежедневных действий, ежедневных мыслей, которые мы совершаем. Сейчас я в этом уже уверена на 1 000 000%. Я всегда знала, что очень многое зависит от нас. Я всегда это чувствовала, всегда говорю каждому человеку, клиенту, который приходит на консультацию, о его сильных сторонах, как важно на них делать акцент, фокус, взращивать в себе ответственность за свою собственную жизнь. Это вот самое важное, это твой якорь, это твоя основа, благодаря которой ты сможешь справиться с любыми трудностями. И поэтому в плане развода здесь все неоднозначно. Ну, астролог может угадать, потому что, ну, не то чтобы угадать, окей, он это в карте увидит, что есть к этому предпосылки, случится ли он на самом деле или нет. Часто от нас самих это очень сильно зависит, иногда не зависит. Бывает по-разному. Поэтому в плане того, рассматривать, будет развод или нет,
вообще не советую этим увлекаться. Вам нужно ставить акцент и фокус, если у вас кризис в отношениях, на том, чтобы разобраться, какие проблемы существуют и что вам может помочь, чему вы учите друг друга, как вы можете друг друга усиливать, делать лучше, да, в чем здесь точки для развития, потому что проблемы и кризисы будут у всех всегда, это норма, это часть жизни, но здесь самое важное в том, как мы их преодолеваем. И еще я никогда не делала фокусом развод. После того, когда я уже получила множество знаков и не раз об этом услышала, я сделала для себя окончательный такой вывод, что я сознательно буду в этих отношениях и выбирать этого человека каждый день. И я буду делать все, что от меня зависит, для того, чтобы эти отношения были счастливыми, гармоничными, для того, чтобы, скажем, те желания, те планы, которые у меня были, совместно были с этим человеком, они осуществлялись. И уже, скажем, те вещи, которые от меня не зависят, какие-то сторонние внешние факторы, я на них никак не могу повлиять, соответственно, мне о них даже не нужно переживать или заботиться как-то. Я выбираю, скажем, точку опоры себя. Именно от моего состояния зависит то, какими эти отношения будут. Поэтому да, знала о разводе, готовилась ли я к нему? Нет, не готовилась. И в целом, да, даже если мы знаем свое предназначение, свою карму, иногда мы можем видеть, ну не иногда, а мы видим в карте, когда наступают сложные или кризисные моменты. Но, скажем, часть этой иллюзии, да, того, как устроен мир, в том, чтобы это происходило даже когда ты знаешь о многом, это все равно происходит очень неожиданно. В этом и такой острота этой игры, то, что ты никогда не готов, ты думаешь, что ты готов, что у тебя есть все инструменты, и они тебе действительно помогут справиться с той или иной ситуацией, но именно тот самый день, тот самый момент, когда это случится или распакуется, мы этого не можем предугадать, поэтому здесь какие-то прогнозы и вот такие додумки, они неуместны. Я считаю, акцент нужно делать именно на другом, именно на своем духовном развитии, на саморазвитии. Следующий вопрос, который мне задают: сложно ли пережить развод? Тоже отвечу на него достаточно убедительно. Да, сложно. Мне кажется, что много причин для разводов, и я думаю, что какими бы они ни были, все равно его сложно переживать по многим причинам. Одна из таких причин, например, в астрологии ключевые планеты, которые отвечают за семью, это Луна и Солнце. И если вы выросли в патриархальной семье, в той семье, в которой у вас есть и мама, и папа, которые очень много лет, десятками лет вместе, и вы наблюдаете, вот это ваша модель семьи, в которой нет ссор, в которой нет измен, в которой нет предательства, разводов и так далее. То есть автоматически вы впитываете эти программы, убеждения и переносите эту модель семьи в вашу собственную жизнь. И мы видим то, что, например, хорошая такая поддержка от рода, от семьи и отношения с родителями, они видны именно по состоянию Луны и Солнца, если там нет повреждений, если они хорошо расположены, да, то есть их силу мы так можем выявить. И отношения с отцом в том числе, нахождение вашего Солнца и какое оно очень сильно влияет, если вы женщина, да, на ваши отношения с мужчинами и какого партнера, мужа вы будете выбирать, как будут с ним строиться отношения. Поэтому прежде всего, чем вступать в отношения, здесь нужно заняться тем, чтобы проработать, если есть обиды и любой негатив, который связан с родителями прежде всего. Иначе эти вещи, они как бы будут вас стопорить, и очень часто даже какие-то негативные моменты, если есть, да, с родителями, мы их автоматом переносим на свою жизнь и тем самым проживаем эти ситуации. Мы не смогли справиться с этим в нашей родительской семье. Теперь мы уже меняемся ролями, где мы жена, муж, и снова эти уроки, опыты приходят для того, чтобы мы могли извлечь из них знания, пользу, да, в общем, пройти эти уроки. Поэтому сложно, особенно для тех, у которых хорошие отношения с родителями, у которых родители вместе, для них проживать развод. Первый развод, не знаю насчет остальных, если честно, пока такого опыта нет. Ну и не дай бог.
Но здесь тоже, да, будем уже даже смешно. В том-то и дело, что когда это случается первый раз, это очень, это очень больно, это очень сильно. А после того, как ты это проживаешь, уже немножко проще к этому относишься, понимаешь, что действительно фраза «что не убивает, делает нас сильнее», она сюда как никогда подходит. А еще с точки зрения психологии и сложности, да, переживания развода, это то, что по шкале уровня стресса развод занимает второе место после смерти, около 75%. И на самом деле, по моим наблюдениям, развод действительно очень похож на переживание смерти. По нескольким причинам. Первое — это то, что у тебя есть близкий человек, и вот вы приняли это решение, или ты его приняла, вы разводитесь. Человек для тебя умирает в том плане, что больше его в твоей жизни, в картине мира не существует. Он существует физически, но где-то там. Для тебя его больше нет. И здесь это очень похоже. Следующее — это то, что смерть, в астрологии, например, это все связано с трансформацией, да, это 8-й дом, который олицетворяет это. И трансформация здесь заключается в том, что вот у тебя была своя картина мира, у вас был налажен быт, мечты, совместные планы и так далее, да, и этот человек участвовал во всех сферах твоей жизни. Это некая такая основа, фундамент, на который все остальное строилось. И тут этот ключевой игрок выходит из игры. И здесь уже зависит от тебя. Если вот эти все механизмы, остальные сферы жизни были налажены, классно, это твои точки опоры. Но все равно здесь будет перестройка, потому что есть тоже, вырабатываются определенные нейронные связи, вырабатывается зависимость, о ней сейчас поговорю. То есть тебе все равно нужно будет перестроить многие вещи, быт, вот минимально начнем с этого, для того, чтобы дальше функционировать и для того, чтобы приспосабливаться к этой новой ситуации. Поэтому, а если другие сферы жизни не выстроены, если ты еще не нашла себя, если ты не зарабатываешь, у тебя нет источников дохода, чтобы себя содержать, банально, тогда это сложнее еще больше. Здесь приходится, кроме того, чтобы справляться с этим огромнейшим стрессом, который просто осколками задевает все остальное, да еще и находить в себе силы для того, чтобы работать, зарабатывать деньги и закрывать, скажем, свои базовые потребности, да, не терять определенный тот же уровень жизни, и как потом уже со временем выходить или возвращаться на тот же уровень жизни, или наоборот увеличивать его, стремиться к тому комфортному уровню жизни, стилю, который ты вот всегда хотела. Поэтому да, развод сложно пережить, но сложно не значит, что невозможно. И вот сейчас я разговариваю с людьми, с клиентами, я все чаще убеждаюсь в том, что даже такой опыт, как развод, он не нужен всем, и тем, кому он дается, потому что это им нужно, по карме, неважно, им нужно пройти эти опыты, им нужен этот урок, и он заключается именно вот в сфере отношений, да. И кроме того, что он им нужен, они с ним могут справиться, потому что, ну, не дается нам больше, чем мы можем вынести. Прям уверена в этом. Хотя вначале может казаться, что вы не способны это пережить, что нет на это сил, и как бы вы в полной растерянности, да, полный упадок сил. На самом деле, если это происходит, и в целом любые такие кризисные, трансформационные ситуации в жизни, так это значит, что у вас есть силы с этим справиться. И справляясь с ними, высвобождается какой-то важный ресурс. В ведической астрологии, мифологии скорее, есть очень известная легенда о пахтании океана, когда собирались боги, асуры, демоны, и им нужно было взболтать океан для того, чтобы добыть оттуда нектар бессмертия, потому что все хотели бессмертия. И вот они добывали разные вещи с дна океана, и прежде чем вышел нектар, вышел яд, который нужно было, скажем, кому-то выпить, да, его нужно было куда-то деть. Ведь, как мы знаем, законы энергии, если что-то откуда-то возникает, оно не уходит в никуда. И тогда, по легенде, бог Шива, он спас и богов, и демонов, и он выпил этот нектар. И уже после
появилась Амрита или нектар бессмертия, который, скажем, сделал бессмертными всех богов и демонов. Поэтому существует вечно и добро, и зло, противостояние этих миров, полярности, да, хорошее и плохое. Так это о том, что когда мы справляемся с кризисными ситуациями, очень много боли, это словно яд, который парализует все тело, который распространяется в каждую клеточку. И то, как мы с этим справляемся, как мы через эти трудности проходим, они нас и приводят к этому самому нектару в виде той жизни, о которой мы всегда хотели, о которой мы мечтали, в виде самопознания, вообще понимания, изучения себя, кто я, а что я люблю, а как я хочу жить, а как я вижу свою жизнь, чем я хочу заниматься, в чем мое предназначение, в тех отношениях, да, которые мы всегда для себя видели, мечтали. И здесь такие, я про более реальные мечты, да, ценности, качества в человеке и в вашей семье, которую вы хотите. И вот это такая отправная точка на этом нектаре, это будет вашим топливом. Вы сможете создавать все эти вещи, идти к самопознанию, к своей реализации и идти по зову сердца, не по уму, а именно слушать свою душу, свое высшее я. Это на самом деле очень такой тоже трансформационный духовный процесс. Еще в картах мы видим то, что, да, мы можем видеть и предпосылки к разводу, а еще другой момент, который мы можем видеть, когда рассматриваем совместимость партнером, налаживаем карты, да, одного человека и другого, мы можем видеть, если они кармические партнеры. И если это так, есть особые показатели в карте, по которым мы это определяем. Если это кармические партнеры, это обозначает то, что в жизни таких людей не обязательно развод, но в целом отношения, они такая точка роста, постоянное место некой борьбы, где очень много опыта и где очень много сопротивления, боли, иллюзий. То есть именно в этой сфере жизни человек и учится, да, и вот притягиваются эти двое, которые еще в прошлом виделись, встречались, и для чего-то им нужно это снова пройти вместе. Есть какие-то незавершенные у них дела. И, кстати, я об этом делала эфир, записывала видео, поэтому ссылку оставлю на него внизу. Сможете посмотреть немножко больше о том, что такое кармические партнеры, для чего они нам даются. Следующий момент, о котором хотела сказать, это важный такой этап, когда вы проживаете развод, зависимость, которая у нас развивается на таком биохимическом уровне. Как я и говорила, мы срастаемся с человеком, он становится частью нашей жизни, да, нашей картины мира, и от него мы черпаем определенную энергию. Он является источником для нас, как минимум, эндорфинов, гормонов радости, счастья. То есть через этого человека мы любим, получаем любовь обратно, мы заботимся, получаем заботу обратно, и так далее, и так далее. Все эти вещи, которые для нас важны, которые приносят нам радость, удовольствие, через которые мы реализовываемся тоже как женщины, да, именно в семье, в партнерстве. И здесь, когда происходит развод, расставание, мы теряем тот самый источник эндорфинов. И это опасный момент в том, что часто на этой стадии мы настолько привязаны к этому человеку, потому что он является единственным источником, что многие выбирают оставаться в отношениях, которые их разрушают, которые противоречат им и их ценностям. Это первый момент. Такое тоже случается, или мы начинаем идеализировать партнера и думать, что возможно, это не так серьезно, возможно, когда-нибудь изменится, возможно. В общем, впадаем в иллюзии и начинаем приукрашать. Еще на этой стадии, как рассказывают психологи, возможно, влюбленность снова в бывшего партнера. И вот если вы уже приняли, да, решение и знаете, что расставанию быть, тогда нужно найти новый источник получения этих гормонов, эндорфинов. И здесь про то, чтобы искать их прежде всего в себе, не во внешнем мире. И искать экологичные источники. А не экологичные — это алкоголь и различные интоксикации. Это новые связи, частая смена половых партнеров, это какие-то тусовки и так далее, развлечения. Вот это не экологично. Это может вам помочь на первое время, но последствия этих действий будут, скажем, намного хуже, чем то, что они вам дают.
Лучше всего искать, например, через хобби, через вашу деятельность, полюбить себя, наконец-то заняться своим внешним видом, заняться спортом. Вот спорт как можно больше, прям советую. Это будет в моих топ-5 вещах, об этом я еще поговорю. Ну, в общем, находить те источники, которые вам приносят радость и удовольствие. Все то, что вы хотели сделать, о чем мечтали, делайте это вот на этих первых кризисных этапах, месяцах, да, после расставания. Хотели начать путешествовать? Езжайте. Даже кругосветное путешествие можно в это время. Хотели поехать в Индию, на Бали, в Таиланд, куда угодно хотели, поедьте туда, побудьте там. Значит, это вам нужно. Хотели начать танцевать или петь, начните этим заниматься как можно больше. Каждый ваш день должен быть наполнен этими удовольствиями, именно которые приносят пользу вам, да, не вред. Вот это очень важно. Ну и уже, наверное, плавно перейду к тем 5 вещам, которые помогли мне пережить развод и которые помогут вам в том числе. Ну, продолжая тему о спорте, да, начну с него. Как можно больше физической активности, потому что через нее автоматически вырабатываются все эти гормоны. Поэтому тело должно стать вашим фокусом. Любая физическая нагрузка для вас подходит. Классно, чтобы это еще было в кругу других людей, где вы могли бы общаться, взаимодействовать, знакомиться с кем-то новым. Не просто, да, например, заниматься у себя дома там йогой, какой-то гимнастикой и так далее, а именно там, где вы можете социализироваться. К этому же относится правильное питание. Вот сейчас время полюбить себя по максимуму, полюбить свое тело. Поэтому кушайте ту еду, которая вам нравится, которая для вас полезна, которую вы хотите. Готовьте сами, именно любите себя, делайте это вашим ритуалом. И обязательно следите за режимом сна и режима работы, да, питания. То есть у вас должен быть четкий график, по которому вы живете. А вместо того, чтобы спать до обеда и потом до ночи что-то там смотреть, вам нужно вставать как можно раньше, начинать там день с медитации, со спорта, с какой-то активности, потом работать или заниматься хобби, или что-то изучать, и потом отдыхать. И очень важно, чтобы этот график, он был таким постоянным, чтобы не было никаких перекосов, потому что чисто на уровне гормонов, на уровне физики вы себя будете так очень сильно поддерживать. Второе – это знание, это саморазвитие. Сюда относится все. Психология, астрология. Мне помогли все эти вещи. Мне помогла ведическая философия, в целом философия, законы кармы, законы души, энергии. В общем, все оккультные науки и знания, которые я собирала по крупицам все эти годы, все сюда относится. И это все те вещи, через которые я помогаю другим людям, да, я их консультирую. И это те вещи, которые мне помогли. То есть сейчас, вот, когда я проживала этот опыт, все то, что я накапливала годами, вот этот вот чемоданчик с инструментами, вот мне пришлось его открыть и подоставать все инструменты, которые в нем были, и проверить их, скажем, в деле сразу, на себе. Поэтому я хорошо очень понимаю, что работает, как это работает, понимаю через процессы, которые мы проходим. И советую изучать и духовные знания, которые связаны именно с энергиями, с кармой, для того, чтобы вы понимали, для чего этот опыт приходит. И также знания, которые, скажем, больше сфокусированы на уме. Это психология, это та же нейропсихология, да, как устроена химия нашего мозга, как он устроен, как он себя ведет, что такое гормоны, почему вы проживаете ту или иную стадию после расставания, почему сейчас есть гнев, обида, раздражительность, потом полное отрицание, потом безусловная любовь, потом принятие и так далее. Почему все эти стадии происходят, как они проявляются, сколько они занимают. Вы будете, скажем, мониторить себя, свое состояние и очень осознанно проживать это время, понимая, что это за процессы, и не пытаясь убежать, да, в какие-то действия, не пытаясь от них закрыться. Поэтому
прям делайте упор на получение новых знаний, особенно касаемо вообще изучения себя, изучения мира, изучения отношений. Любые науки, любые дисциплины, которые вам откликаются, в том числе и те, которые я перечислила, обязательно их изучайте, интересуйтесь, и это будет тоже вашими точками опоры. Инвестиции, которые вы сделаете сейчас, те знания, которые вы получите, они вам не только сейчас помогут, они вам на протяжении всей жизни будут помогать. Чем раньше вы начнете, тем, скажем, ваш чемоданчик с инструментами будет более полным и будет разнообразным, и вам будет легче справляться в целом с любым опытом, с любыми ситуациями. Сюда же также относится регрессивная терапия. Некоторые из вас знают, что я занимаюсь регрессом, погружениями, да, когда мы работаем с подсознанием, и я никогда не сомневалась в его эффективности, потому что проверяла это на себе, потом обучалась, потом работала с клиентами, и я вижу, насколько это эффективно и как это работает. Так вот, когда случилась моя ситуация, первым делом, по-моему, это был действительно первый инструмент, который у меня который я достала из чемоданчика, это была регрессивная терапия. Было несколько погружений, где я полностью со всех сторон разбирала эту ситуацию, и это мне безумно помогло. Я даже не могу описать, насколько я была так благодарна то, что я успела пройти обучение, причем незадолго до того, как случилась эта ситуация. Оно меня выручило. У меня у меня был запрос даже меньше на уровне ума, больше на уровне души. И мне было очень важно понять и осознать причинно-следственную связь. Что, как, почему и для чего. И именно регрессия удовлетворила эти потребности. Я не знаю другого инструмента, который может отвечать на такие вопросы. И когда ответ приходит именно к тебе, а не к другому человеку, который тебе что-то транслирует или может навязывать, да, мне хотелось именно самой с этим соприкоснуться. И это было очень важно. Возможно, об этом я тоже буду рассказывать. Вот, кстати, напишите в комментариях, если вы хотите слышать эти истории с погружений моих, в том числе. Ну, если будут другие, то они будут, конечно же, анонимные, это будут только кусочками, потому что это очень личные вещи. Но если интересно, что там можно увидеть, как это происходит, какие, скажем, жемчужины мудрости оттуда приходят, напишите в комментариях, и, возможно, я запишу об этом видео. Следующая вещь, этап, который мне помог, это мое место. Когда все случилось, я находилась в Индии. И тоже, как некоторые из вас знают, я занимаюсь астрокартографией, я верю и знаю, как место влияет на человека, именно место его нахождения. И так получилось, что вся ситуация распаковалась именно когда я приехала в Индию. Я уже несколько лет подряд провожу там зиму часто, и именно это паломничество, да, то есть это посещение святых мест, это практики, это встреча с людьми, которые занимаются духовностью, это святые и так далее. И вот Индия стала для меня, сейчас она уже мама Индия, потому что вот сейчас она действительно мама. Я это сказала и прям почувствовала. Я благодарна очень бывшему мужу за то, что в свое время он меня туда привез. У меня было очень большое сопротивление, и я Индию вообще никак не рассматривала. Мне казалось, что, о боги, что там делать? Но оказалось, я была очень неправа, и уже когда познакомилась с астрокартографией, рассмотрела, как Индия на меня влияет, что я там чувствую, какие, скажем, как я могу там проявляться, что для меня там важно, да, какие там есть у меня ресурсы. И я тогда уже многое поняла, и это начало уже очень активно проявляться. Это было моим фокусом внимания. Я закрывала, скажем, вещи, убирала акцент с каких-то сфер, там, некомфортно, неудобно, нечисто и так далее, потому что они были неважными, потому что я знала, для чего и почему я туда еду. Так вот, это место стало для меня тем самым нектаром, если так можно сказать. Оно очень сильно поддержало просто нахождение там, те энергии, те места, возможность пойти к какому-то очень духовному или даже просвещенному человеку, просто побыть рядом в его поле или пообщаться с кем-то, кто практикует. Там я встретила своего волшебника,
Кто-то о нем уже знает, если читаете Инстаграм, я о нем уже рассказывала. Он сыграл очень большую и ключевую роль в этом. И это тоже, знаешь, вот когда видишь по крупицам, как все собиралось, все ситуации, все люди, для того, чтобы тебя подготовить к ситуации, это невозможно придумать вот человеческим умом. Здесь действительно есть что-то высшее, и поэтому я в это все верю, потому что я это проживаю каждый день, глядя на судьбу других людей, да и в своей жизни в том числе непосредственно. Поэтому все, что происходило в Индии, это было волшебно, это была мистика, магия в хорошем смысле, потому что с этой ситуацией было намного легче справиться, именно находясь там. Если бы я находилась в том месте, где я живу, на данный момент это Турция, я почти уверена, что я бы реагировала и справлялась совсем по-другому. И последствия, соответственно, были бы тоже другими. Поэтому то место, где ты находишься, очень важно для тебя. Поэтому здесь ты можешь отправиться в путешествие, если ты его хотел, мечтал, или вернуться в то место, где тебе хорошо, где тебе комфортно, или, возможно, там, где есть твои близкие, твоя семья, твои друзья, да, какие-то люди, которые смогут тебе дать необходимую поддержку на первое время. И из этого вытекает следующий, 4-й пункт. Это общение, это семья, это друзья. Как можно больше и чаще времени находиться со своими близкими и просто напитываться их любовью, поддержкой и заботой. И по возможности, да, можете физически находиться, здорово. Если невозможно физически, общайтесь больше по телефону, по видео. Но очень важно в это время чувствовать, что ты не одна или ты не один, что у тебя есть люди, которые тебя любят, которые тебе заботятся, которые желают тебе всего самого лучшего. И именно в такие моменты, да, мы и отдаем, скажем, не знаю, свой долг, что ли, перед друг другом. Вот именно для таких моментов семья является прям ключевым местом, где мы можем действительно послужить друг другу и раскрыть в себе ту самую безусловную любовь и принятие, помогая, давая другому человеку. Поэтому мне всем хочется сказать то, что ваши родители, ваша семья, близкие, они всегда должны быть на первом месте в вашей жизни. Работайте над тем, чтобы улучшать с ними отношения, потому что в такие жизненные ситуации они являются для тебя всем. Это те люди, которые на которых ты можешь положиться. Это те люди, которые не предадут, не обманут. Это самые близкие, самые родные. Поэтому цените и любите своих родителей, своих близких. Если у вас есть близкие друзья, общайтесь с ними и проводите с ними время, но не общайтесь и не обсуждайте вашу ситуацию или там какие-то планы, которые разрушились и так далее. Вообще это не обсуждайте. Вы должны проводить время отвлеченно, то есть занимайтесь какими-то, возможно, хобби вместе, путешествуйте, говорите о чем угодно, кроме вот этой вот вашей ситуации, потому что вы просто будете, скажем, скрывать снова и снова эту рану, и иногда какие-то советы со стороны могут сбить ваши истинные намерения. Еще очень хорошо находить себе новое общение и времяпровождение. Ходите, знакомьтесь на различных мероприятиях, ивентах, вступайте в какие-то сообщества. Да? Есть, например, сейчас очень много сообществ, которые именно объединяют людей, которые практикуют, которые занимаются саморазвитием, осознанностью, медитациями, йогой и так далее, и так далее. Это может быть и онлайн, и офлайн, но как можно больше времени проводите вне дома, общайтесь, напитывайтесь, просто живите, да, хочется так сказать. Не закрывайтесь, не уходите в себя, не закрывайтесь от этого мира. Вам нужно продолжать жить, вам нужно продолжать открывать для себя этот мир, знакомиться с людьми. И поверьте, вы удивитесь, насколько интересны люди вокруг, как много они вам могут дать и как через них с вами общается Вселенная.
Мне в это время те люди, которые встретились за эти месяцы, они сыграли ключевую роль, очень важную. Каждый из них в свое время и в своей сфере в какой-то, да. Очень много людей и встреч, они были настолько судьбоносными, что мы притягивались по какому-то даже похожему опыту и помогали друг другу его проходить. И я уже выступала в роли, да, иногда коуча или наставника или астролога, и, например, разговаривая, помогая другому, мне становилось хорошо, я напитывалась, и человеку тоже становилось легче, он находил и понимание, и поддержку, да, со стороны. И, в общем, такой энергообмен, когда вы можете послужить друг другу, когда вы можете и провести время и с пользой, и в удовольствии, и развеяться, и поддержать совершенно незнакомого человека. Но поверьте, это значит очень многое. И иногда, кстати, как показывает жизнь, совершенно незнакомые люди могут быть намного более открытыми и сердечными, чем очень давние знакомые. И это тоже нормально. Это не про осуждение, не перекладывайте эту ответственность на тех людей, которые вам очень близкие, если в них этого нет, или которых вы очень давно знаете. У всех свои обстоятельства, своя эмпатия, уровень ее, да. Иногда эта самая любовь и поддержка, она может прийти совершенно неожиданно от человека, которого вы встретили буквально вчера. Это тоже нормально. Здесь никаких не должно быть expectations, да. В общем, вы поняли. Забыла, как это слово. Вот, открывайтесь вот именно к новым людям. И еще, кстати, возможности, какие-то новые идеи, новые увлечения не могут приходить через людей. Или эти люди вас как-то будут подталкивать, да, раскрываться в той или иной сфере. В общем, наблюдайте за этими знаками, потому что будет очень много поддержки. И последнее, но это не значит, что оно последнее в приоритетности, оно супер важное. И я здесь, у меня нету никакого рейтинга, да, просто вот как говорю в потоке, в общем, так эти пункты и всплывают. Это работа, это предназначение, даже не работа, вот работа это есть работа, а именно деятельность, которой вам нравится заниматься, которой вам в удовольствие. И классно, когда это ваша работа, это то, через что вы реализовываетесь и зарабатываете деньги. Не всегда это так, каждый из нас на разном этапе, да, кто-то еще в поиске, кто-то, возможно, уже нашел. Супер, здорово, если вы это уже нашли. Но если не нашли, тогда это те хобби, те увлечения, вещи, которыми вам нравится заниматься. И те, возможно, цели, которые у вас есть в карьере, которых вы хотите достичь, да, это какие-то проекты, достижения. В общем, полная такая реализация вас как личности. Как можно больше фокусируйтесь на этом и всю энергию, которую у вас есть, направляйте в эту сферу, потому что через деятельность, через ваше предназначение, через вашу работу вы сможете поддерживать себя, не только материально, да, но и душевно, когда это дело, которым вы занимаетесь, или хобби, для души и от души, вы будете себя усиливать, это будет помогать вам справляться с теми жизненными трудностями, которые происходят, это будет вас напитывать, и вы будете видеть, скажем, главный, вы будете находить смысл жизни, вы будете видеть, в чем ваша сила, как вы можете послужить этому миру, как вы можете через свою деятельность, возможно, помочь другим или сделать этот мир лучше. Появится высшая цель вашего существования, и тогда уже легче проходить какие-то вот опыты, как развод, потому что вы убираете фокус с проблемы, вы ее проживаете, сколько это вот занимает по времени, да, но и она как бы есть, она есть на заднем фоне какое-то время. Кстати, насчет этого у меня есть классная метафора, которая мне, например, помогла это тоже понять и принять, сколько это может занять по времени. Так вот, когда этот развод и этот стресс, этот опыт, он остается там, но фокус вашего внимания на вашей жизни, вы как бы разворачиваетесь к нему спиной, это уже прошлое, это уже случилось. Сейчас вам нужно создавать вашу жизнь, заниматься теми вещами, которые вам нравятся, которые воспитают, общаться с такими же людьми, путешествовать, заниматься вашими хобби, заниматься вашим телом, вашим питанием, внешним видом, жить своей жизнью. И по поводу того, сколько по времени, например, может занять
проживания, да, этого стресса, развода. Я не знаю, сколько это по времени занимает. Мне кажется, у каждого по-своему. Но когда-то, ну, не так давно, но когда мы все много путешествовали или передвигались пару лет назад, я очень много летала. И у меня были трансатлантические перелеты тоже по работе. И в то время я где-то вычитала, что сколько занимает по времени наше тело для того, чтобы приспособиться к новому там, местному времени, да. И это тоже было какое-то исследование научное. Там было написано, что каждый раз, когда вы переезжаете, перемещаетесь, там, каждый час — это один день для тела. То есть, когда у нас трансатлантический перелет 12-15 часов, телу на уровне, опять же, биохимии займет это около 2 недель для того, чтобы полноценно перестроиться. Но здесь тоже другие факторы. Это наш возраст, да, чем моложе, тем легче. Также наш образ, опять же, питания, режима дня, сна и так далее, дисциплины, которые, если они хорошо развиты, они помогают приспособиться также быстрее. Но чисто наши биологические часы, вот они работают плюс-минус по такому алгоритму. Так вот, этот алгоритм можно применить и к разводу. Мне эта идея очень понравилась, потому что достаточно логичная. Чем дольше по времени ты находишься с этим человеком, тем как бы дольше займет этот период, когда период ломки, да, что ли, расставания, когда должна эта зависимость уйти, раствориться, для того, чтобы вот все твои там тонкие тела снова вернулись к тебе, да, как у нас во время перелета случается, и для того, чтобы ты смогла сформировать новую картину мира и снова почувствовать опору, снова почувствовать свою силу, снова стать как бы уверенной, да, и видеть свои ориентиры, обозначить точки опоры и в целом начать вести новую жизнь и прожить, скажем, тот опыт, который был, извлечь из него уроки и оставить его там в прошлом. Он, конечно же, мне кажется, всегда будет влиять на нас в той или иной степени, но здесь важно за него не цепляться. Здесь важно вот прям с корнем все вычистить, понять для себя, в чем были причины, почему случилось то или иное, что к этому привело. Опять же, да, смотри предыдущий пункт про саморазвитие, про регрессивную терапию. И когда ты сделала весь этот анализ, эти все выводы, ты как бы сделала себе памятку каких-то вещей, которые ты вынесла из этой ситуации, и обозначила для себя, какими ты видишь свои следующие отношения, какая у тебя система ценностей, что для тебя окей, а что для тебя не окей. И когда ты будешь, возможно, видеть какие-то проявления, которые для тебя не окей в следующем человеке или в отношениях, тогда ты будешь знать, как тебе поступать. И очертишь тоже свои границы, да, у тебя будет четкое понимание, что для тебя приемлемо, чего ты хочешь, чего не хочешь. И ты не будешь распыляться, скажем, на какие-то сомнительные связи или отношения. То есть ты находишь опору в самой себе, и ты знаешь четко, чего ты хочешь. На меньшее ты не согласна, потому что меньшее, оно не принесет тебе ничего, у тебя уже было меньше. Как бы это ни звучало, да, но мне кажется, что все эти вещи, они направлены, вот которые я обозначила, все эти пункты, они направлены именно на любовь к себе через различные сферы жизни. Самый главный человек в твоей жизни сейчас становишься ты. Даже если у тебя есть дети, и ты проживаешь развод с их отцом, все равно твое состояние от него будет зависеть, и их состояние. И от тебя зависит то, как будет складываться твое будущее. И здесь важно понять то, что мы все приходим сюда с уникальным опытом, каждый из нас является личностью, таким определенным контейнером различных программ, убеждений, опытов и так далее. И мы должны это самостоятельно приходить. Мы всегда сюда приходим сами, и уходим мы отсюда тоже сами. И нам важно познакомиться с этим человеком, кто это, узнать себя. Это самое лучшее время, самое сложное в жизни, но самое лучшее для того, чтобы узнать, кто ты есть на самом деле, для того, чтобы увидеть, почувствовать свою силу, наконец-то полюбить себя во всех смыслах, в самых лучших смыслах, и ощутить свою ценность, иметь ту уверенность и взрастить в себе эту силу, личность,
которая сможет справляться с любыми ситуациями и которая теперь из того прожитого опыта будет привлекать в свою жизнь совершенно другие отношения, возможности и ситуации. Здесь главное продолжать развиваться, учиться, менять свое сознание, да, убеждения, для того, чтобы менять событийный ряд, меняя именно себя на энергетическом плане, очищаясь от всех негативных чувств и убеждений и замещая их на позитивные, положительные. Чем больше возможностей любви и счастья ты будешь видеть в себе, тем больше этого будет в твоем внешнем мире, в твоей жизни. Поэтому сейчас хочется обнять, хочется сказать, что все будет хорошо. Я прям это точно знаю. И если тебе нужна помощь, тебе нужна поддержка, ты мне можешь написать. Не стесняйся, потому что ситуации бывают разные, и иногда может не оказаться никого рядом, когда он тебе очень сильно нужен. Поэтому, если нужна моя помощь, я всегда на связи, я всегда рядом, и мне хочется помочь каждой девушке, женщине найти силу из этой ситуации и сделать это, скажем, сделать эту боль своей силой, сделать эту ситуацию своей возможностью. И как вот птица Феникс воскреснуть и начать совершенно новую жизнь по-другому, и начать наконец-то уже слушать себя, верить в себя, ценить себя, любить, для того, чтобы был рядом тот, кто сможет это усилить, но никогда не разменится на того, кто не способен это тебе дать, потому что самый важный человек в твоей жизни — это ты сама. И пока тебе хорошо самой с собой, пока ты находишься в полном взаимопонимании, да, и развиваешься, поверь, ты счастливая, и ты уже проделала большую работу, потому что к этому приходят немногие. И это действительно занимает время, это дается через опыт, часто очень сложный опыт, болезненный, но всегда за этим есть свои плоды, свой нектар. Тебе главное его увидеть и поверить. Ну и хорошие новости здесь в том, что это уже в прошлом, и делая правильные выводы, эта ситуация больше не повторится в твоем будущем. Но сейчас все зависит от тебя, ты сама его создаешь.